Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня новый хобби-влог. Новый в этом месяце. Началось лето. Сегодня первый день лета. Всех с наступлением долгожданного лета, отпусков. Ну и, как все помнят, сегодня Всемирный день защиты детей. Решила пораскрашивать немножко. Мы с Ирой, как вы знаете, стараемся все время в какой-то праздник тематически сделать какое-то раскрашивание. Такое легкое, знаете, пару иллюстраций легких, незатейливых, именно к этому дню приуроченных, к какому-то празднику. Да? Но в данном случае лето, День защиты детей, ну и так далее. В общем, я взяла, так как болею, плюс немножко некогда, но пораскрашивать хотелось к такому дню. «Мама и малыши. Волшебная раскраска» из серии «Хоббитека». Ну, малыши, тоже дети. У меня нет прям совсем детей, поэтому я решила пораскрашивать в этой раскраске. Раскрасила 2 иллюстрации. Вот такой вот мама-жирафик с жирафенком. Жирафенком, не знаю. В общем, жирафы такие вот. Ну и заодно мне хотелось именно, чтобы такое было прям летняя иллюстрация. Знаете, травка зеленая, все такое, именно летний вариант. Ну вот и я раскрасила таких жирафов. Вот. Красила фломастерами, маркерами, знаете, все подряд. Нет. Следующая слонята. Со слоником у меня что-то как-то не задалось. Дело в том, что пока болела, я улеглась, красила полулежа, в общем, со столиком в кровати, так как плохо себя чувствовала. Вроде как их порисовать хотелось и что-то поделать, но сил совсем не было долго сидеть, и поэтому в постели рисовала. Неправильно схватила фломастер, начала красить, он очень темный, ну и поэтому я обвела гелевой ручкой с серебром, чтобы дабы хоть как-то, ну, там, не знаю, пузо, ноги, ухо ему выделить, чтобы не сливалось все в одно. Собственно говоря, здесь тоже, видите, все сливается, нужно будет тоже, но я вот попробовала глазик серебром, вроде видно, но в то же время это все сливается. Ну и бивни, желтый цвет. Не знаю, видно будет, нет. Наверное, нужно было прям еле-еле желтый взять. Ну, я брала этот набор Fix Price, чтобы мне присылала Наташа. Яркий там, слишком желтый. Но в целом мне нравится, я довольна результатом. Почему нет? Получилась вот такая иллюстрация. Где-то я убрала листочек. Я боюсь, что не просохло. Боюсь, что сейчас все блестеть будет со всех сторон от этой ручки. В общем, немножко хочу прикрыть. Ну и, соответственно, дальше мы с вами раскрашивали таких носорогов. Я говорила, что с обратной стороны, возможно, раскрашу. Ну вот, докрасила, раскрасила, докрасила. Вот таких лам. Тоже мама-лама с малышом. Такой вот он беленький. Я так понимаю, он белый, раз тут ни одной цифры нет на нем. Мамка-то у него такая, ну, мне чуть темнее цвет, но тоже нравится. Вполне симпатично. Вот. Ну, и я раскрасила. Вот такой вот получился чудной малыш с мамой. В общем, вот такие иллюстрации. Так что у меня уже здесь прям полным ходом я крашу. 4 иллюстрации. Ну, вот 5-ю чуть-чуть не успела. Тоже начала красить. И видите, не успела докрасить. Но это не проблема. Обязательно докрашу. И также раскрасила волшебный мир. Мир вокруг нас, волшебной раскраски. Прошу прощения, уже что-то прям заговариваюсь. Но мне я не уверена, что это именно лето. Красила вот такую курочку старыми брашами с Алиэкспресс. Даже запах какой-то такой от раскраски. Непонятно, то ли спирт, то ли что. Появился у этих брашей. И оранжевые они какие-то все непонятно какие, так как болела, как я уже сказала, рисовала полулежа. Не взяла с собой листочка, выкраску. Видите, получилась чуть-чуть неоновая курочка с цыплятами. Но мне иногда кажется, что это все-таки весенний цветок. Но пусть будет тоже мама вот с детками, с цыплятами.
Почему нет? Мы тоже мамки, как та наседка с своими цыплятами. Ну и вот такая вот еще иллюстрация мимишная. Вот. Тоже к лету. Ну, тут уже цветочки, бабочки, в общем, прям полным ходом. Клевер, видите, всякие ромашки, не ромашки. Вот такая красота у меня получилась. Здесь тоже фломастеры, браши, все подряд. Но в приоритете, конечно, хочется использовать китайские браши. Здесь у меня уже очень много иллюстраций закончено. И я хотела бы все-таки, как я уже говорила, в этом году хотела ее закончить. Но вот, не знаю, допустим, весна это не весна, как по мне, так некоторые иллюстрации уже прям дельфины, допустим, наверное, все-таки лето. Здесь опять весенняя, все-таки больше тематика. Птенцы обычно тоже по весне появляются. Как по мне, отсюда уже лето начинается. В общем, непонятно. Но буду красить. Вообще, хотелось бы ее в этом году закончить. Зима у меня здесь, по-моему, уже все закончено. Да. Вот осень, пару иллюстраций у меня осенних осталось. Вот. Ну, не пару, даже больше. Ну и лето. В общем, хочу ее закончить. Наверное, оставшиеся весенние иллюстрации раскрашу. Может, в течение лета плюс летние. И по осени уже осенние. Нравится мне эта раскраска, но мы каждый раз покупаем новые, новые. Поэтому не особо хотелось бы сейчас их набирать, чтобы по одной иллюстрации было. Я думаю, еще появится очень много интересных, красивых раскрасок, поэтому нужно это уже будет закончить. Ну и достала. У меня есть раскраска, для меня раритет. Зачарованный сад мини раскраска антистресс. Я ее покупала, девчонки, я тут пыталась посчитать, в районе 5 лет, наверное, уже моей раскраски, да, 16-й год, а то и больше. Я была в Анапе, как-то провожала Свету. Она уезжала с Анапы домой. Лана Светлана, ее канал называется. Светик, привет тебе. Мы ее провожали с мужем. Она с семьей отдыхала, уезжали они домой, мы их провожали. И вот там на ЖД вокзале я одну единственную на всю Анапу нашла вот такую антистресс раскраску. Я помню. Это все, что я нашла в Анапе в то лето. Как раз начиналась мода на раскрасочки. Вот я ее нашла, прикупила. И вот, получается, уже лет 5 или 6 она у меня какие-то иллюстрации начинала и бросала. Ну, тогда только, я же говорю, начинала красить. Еще сестра пыталась здесь красить. Видите, всякие фломастеры в разнобой. Какие-то иллюстрации. Пару иллюстраций я уже доделывала, ну, вот, прошлым летом. Допустим, вот тюльпаны красить пыталась, акварелить. Я училась акварелила. Какие-то просто переделывала. Вот такая у меня здесь была иллюстрация. Ну, в общем, красила. Но это еще до этого. Я в самом начале красила. Видите, такие птички у меня тут были, невелички. Не супер, но вот начинала только красить. Ну и тут вот тоже пыталась акварелить, я не знаю. Что-то не докрасила, надо будет исправиться. В общем, много начатых, даже здесь иллюстрация у меня. Раскраска неплохая, не самая лучшая, но и не самая худшая. Бумага, конечно, скорее только под карандаши, ну, детскую акварель еще можно использовать, но не фломастеры. Если хорошие, только очень найти фломастера, чтобы не протекали, потому что все остальное махом протечет, пропечатается. Видите? Вот у меня тут все пропечатывается. Тоже были у меня какие-то фломастеры. А самое обидное, что сейчас не вспомню, чем я здесь пыталась, пробовала красить еще. Еще как только ее купила, вот видите, она у меня в каком было состоянии. То есть где-то что-то пробовала. Вот такое вот здесь. Пастели у меня тогда не было, ничего не было. Я карандаши пыталась растирать там. Ну, в общем, выбрала вот эту иллюстрацию. Тоже такая летняя. Хочу раскрасить. Не по плану, так скажем. Ну и вот буду красить. Может быть, еще пион получится раскрасить. Заодно хочу подобрать, как-то попробовать подобрать какие-то фломастеры. Ну, уже тогда в этой же манере, ну, раскрасить
хотя бы эту страницу. В идеале, конечно, разворот. Все-таки это разворот, и не очень-то хочется, чтобы они сильно отличались. Поэтому буду сейчас искать, подбирать фломастеры. Видите, здесь акварель, собственно говоря, детская акварель, ничего не протекло. То есть, если всего в меру, то нормально. Здесь тоже были и гелевые ручки, еще что-то я пробовала, такие неоновые. Ну вот эту иллюстрацию получилось исправить, спасти. Вот. Может быть, с остальными тоже получится. Ну вот буду сейчас красить, докрашивать вот эту иллюстрацию. Не знаю, что получится. Надеюсь, что мне что-нибудь получится из этого. Вот. Ну и хочу еще показать буквально пару покупочек вам. Такой будет небольшой хобби-влог сегодня, потому что не успеваю катастрофически абсолютно ничего. Люда заказывала себе на Алиэкспресс вот такие пустые футляры, это маркеры. Это тот же Поско, только без как называется, без этикетки. Ну, по факту, это тот же Поско. Без этикетки только, да, такие прозрачные. Если смотреть, вот он, кончик такой же абсолютно. Ну, фактически то же самое. В общем, почему их взяли? Люда брала себе, ну и сказала, говорит, мне говорит, много не надо, я с вами поделюсь. Так как я заправляю тушью свои поски, браши. И вот она говорит, я вам с вами поделюсь, дам. Здесь уже есть шарики, видимо, чтобы сбивать их, да, как там размешивать. Такой вот широкий, ну, стандартный. Потом тоненький. И один вот такой, наверное, мы так предположили с Людой, что он будет... Так, что он у меня раскрутился. Что он будет как для фонов. Видите? Сюда краску и какие-то фоны, может. Не знаю, буду пробовать. Если из этого что-то получится, я вам обязательно покажу. Я так думаю, что должно получиться. Допустим, у меня вот есть от Kohinoor. Это тушь, если да, тушь цветная. Если получится, то, конечно, я докуплю еще оттенков и буду... Что она у меня тут? Пользоваться, этими уже футлярами. Будем надеяться, что все получится. Поэтому обязательно в следующем влоге я вам постараюсь все сделать и показать вам уже, как это работает. Ну, еще одна была небольшая покупочка. Люда ходила в Читай город и спрашивала, взять вам что-то, нет, что-то надо, что-то не надо. Я попросила взять еще раз, повторить, я как-то показывала. Вот такой вот набор обложек для школьного журнала, учебников, тетрадей формата А4. 210 штук. Вот на такие раскраски они подходят очень хорошо, но здесь у меня я неаккуратно. Я хотела по всей длине одну длину сделать, мне не очень получилось. Но в целом, видите, сантиметр только лишний, а сверху вертикально вообще все идеально подошло. Ничего не обрезать не надо было, не это. И так бы идеально было, если бы она была чуть-чуть потолще, эта раскраска. Но в целом, вот видите, все прекрасно. Поэтому все равно еще какие-то раскраски будут приобретаться, покупаться и так далее. Ну, я попросила купить еще один такой наборчик, чтобы был... Пусть будет в запасиках, никогда не помешает. Вот такой вот у меня набор. Так, ну и было еще пару покупок. Я, наверное, вам их... Ну, давайте покажу. Покажу еще одну покупку. А уже остальное все в следующем влоге буду показывать. Купила я девочкам вот такой вот набор. Такой вот чемоданчик. Набор для рисования. Он, не знаю, здесь такое что-то между картоном и... Ну, не пластиком, наверное, что-то картонное, такое плотное. Ну и алюминий. Он на закрывачках.
И этот набор выглядит, я надеюсь, вам видно, вот так. Здесь карандаши, 4 разные кисточки, 2 простых карандаша, 2 стерки. Такое чувство, что вот эта стерка это что-то типа клячки. Да, это она, наверное, и есть. Клячка это. Вот. Не знаю, зачем вложили. Детям еще они не совсем, не все взрослые даже знают, для чего она. Ну, в общем, вложили. Есть 2 стерочки разные, точилка, 2 палитры. Обычно, я так понимаю, акварель. Дальше поднимается вот этот ящичек. И здесь, как вы видите, масляная пастель. Масляная пастель и watercolor, такая вот, я так понимаю, что-то типа акварели, краски в тубах. Мне как раз Ира вот присылала в кюветках. Она говорила, что как раз вот выдавливала в кюветке вот именно эту акварель. Вот. И второе отделение. Здесь, как я сказала, карандаши и вот фломастеры. Все хорошо пишут, детские, такие они маленькие, но они хорошо пишут. Держать удобно вполне. Вот такая вот прелесть. Вот такой вот взяла набор девчонкам на двоих. Я и сестре такой взяла. Отправили мы. Ну, сделали заказ туда. Я думаю, здорово. Такие вот для девчонок небольшие палитры. Я думаю, вполне для детей. Если не нравится наполнение, конечно, здесь ничего супер дорогого, наверное, кроме клячки нет. Но, тем не менее, согласитесь, масляная пастель в тубах, в этих акварель, обычная акварель, кисти, карандаши, фломастеры, обычные карандаши. Я считаю, вполне хороший набор. Цена тоже смешная. Конечно, он хлипковат, но тем не менее для детей самое оно, если аккуратно не баловаться, не ломать. И, допустим, вот как у меня знакомая, она говорила, и на сайте девочка писала, и мне знакомая, говорила, мне не важен. Мне, говорит, сам чемодан понравился ребенку, как вариант, в отпуск или еще куда-то ехать. Да так даже дома все сложить для рисования. Ребенок рисует, красит и так далее. Карандаши, кстати, тоже неплохо. Сейчас я вам попробую. Где-то я торопилась, убрала тетрадь быстренько. Пару карандашей, я не знаю, чтобы хорошо видно было достаточно. Но они без обозначений каких-либо. Ну, красят неплохо. Не самые дорогие, но тем не менее хорошо наносятся. Такая средняя мягкость. А для детей вообще здорово. Мне понравилось. Детям тоже. Сестра в восторге. В общем, ну и вот как у меня знакомая сказала, говорит, мне не важно, я могу наполнение и свое сюда сложить. Нам нужен в отпуск как раз было вот что-то подобное, такой чемоданчик. Так что вот, девчонки, на Валберес был как раз по хорошей цене такой набор. И мы, так сказать, взяли. Так что присмотритесь. Для девчонок вообще прям, да, наверное, и для мальчишек. Там разные были, кстати, и синие чемоданчики. Я взяла просто и сестре, и девчонкам вот такой вот красивый розовый. Вот такая еще была классная покупочка. Но это еще не все покупки. Наверное, остальное уже в следующем влоге вам покажу. Что я еще брала. Вот такой вот был небольшой хобби-влог. Здесь, кстати, ручка. Его можно носить, переносить. Кстати, достаточно тяжелый такой чемоданчик. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Конечно, до влога коротковатый получился влог, но хотелось показать, рассказать что-то. Раскрасить к празднику. Всех с праздником, всех с наступлением лета, всех деток с праздником тоже хотелось бы поздравить. Хороших новогодних, ой, прошу прощения, летних каникул. Что-то я совсем уже заболелась. В общем, да.
болезнь как-то все не хочет отступать полноценно, а все равно еще остаточная прям держится болезнь. Ну, буду заканчивать. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего летнего настроения. Ну и пока-пока.